Итак, наступил новый сезон, и пора качать новый БП. Но где же лучше всего фармить БП в этом сезоне? Сегодня я проведу тест для Лиманска, ну и посмотрим заодно, сколько удастся заработать за час. Итак, Лиманск, Лиманск, Лиманск. На самом деле я уже несколько месяцев его не бегал фармить, так что сегодняшние результаты будут сюрпризом даже для меня. Я еще специально встал пофармить утром, когда школьники в школе, студенты учатся, а работяги работают, чтобы у меня было меньше конкуренции. Даже самому интересно, сколько уровней получится. Первым делом нужно подготовиться. Я на самом деле по закупу много не беру, парочка патронов, аптек и бафов. Ведь все равно ресы буду выбивать со зданий. А по снаряге у меня Сатурн. Да, Сатурн. Так как мне просто лень переодеваться в танк, авангард или зивку. Тупо лень. Да и я привык везде бегать в Сатурне. Да, для Лимы этот броник вообще не подходит, но пофиг. Ах, да, самое важное. Еще схроны взять. По сути, я буду в них только экспу складывать, остальное мне не нужно. Я здесь только ради опыта. По плану я просто буду часик фармить Лиму, складывать опыт в схроны и потом за один раз все это вынесу. Итак, первый забег. Или точнее сказать, первая попытка. Я вообще еще будучи сонным побежал по привычке в лабиринт, а не Лиму. Ладно, первым делом я решил поставить схрон где-то в левой части карты, так как там поспокойнее фармить. Залутав немного, я решил поставить и остальные схроны, и поставил их возле Химеры и пузыря в трейлере. Но вспоминая Лиманский, что это за локация, словил маслину в спину, так и не добежав. Ну, бывает. Здесь это неотъемлемая часть геймплея. Окей, попытка номер 2. Лутаю сосычей и иду дальше на здание вояк. Но прежде решил чекнуть, что было в дропе. И потом зачистил вояк. После этого двинулся в еще одно здание, на этот раз монолита, но отвлекся на сообщение в ЛС. И хотел по фасту отписать, но не успел. Бывает, что поделать. Вот поэтому я на стримах и отключаю чат игры, чтобы не отвлекаться. Кстати, по фарму я выделил для себя приблизительную область, где буду бегать. Я не привередлив к одной зоне фарма, так что если есть по пути сладенькое здание, я его не обойду стороной, как и в этот раз. Дальше я побежал лутать свои трупы. По пути встретил жадную стаю собачек с явно плохими намерениями. В общем, залутал свое тело и побежал дальше фармить здания и споты. Я, конечно, не уверен, но по ощущениям экспы со спотов стало падать чуть меньше. Не помню точно, сколько падало в прошлом сезоне, но в этом как будто бы поменьше. Хотя суть это не меняет. В общем, споты за спотами, собачки за собачками, здания за зданиями. И вот первый склад в схрон. Что-то маловато на самом деле, учитывая, что паки с моих трупов никто не лутал. Ставил второй схрон и пошел чистить большое логово монолита. Вот с большого дропнулось 16 экспы. Если я не ошибаюсь, раньше спокойно дропалось по 20 и выше. Кто помнит, напишите в комментах. В общем, передо мной заспавнилась Химера. И я подумал, почему бы ее не зафармить? Что и произошло. Правда, выносить я не собирался, так что просто сложил все в схрон и продолжил фарм. Как говорится, жадность фраера сгубила. Пошел фармить военных, и классическая ситуация. Кто-то зажал в спину. Следующая попытка началась с лутания себя же. До зачистки вояк и продолжилась успешным фармом.
но фарм закончился, когда я положил чела. И не успев его добить, меня положили мобы. Но так как он лег раньше и прожал инъектор, моя судьба была предрешена. На следующей попытке я продолжил лутать споты, свой труп и ловить в ебучку от гауссника. Залутав себя и пару спотов, дальше воронка сделала свое дело. Прибежав на труп, я не нашел пака, что странно, так как вряд ли кто-то унес бы 70 кило, не повыбрасывав при этом тонны мусора рядом. Так что скорее всего мой пак зареспавнился где-то в блоках. Эту попытку можно не считать, потому что, как по классике, из ниоткуда взялась химера. Кстати, примечательный факт. Когда я раньше целыми днями фармил лиму для квеста на Chimix Atlas, я ни разу не встречал химеру. А как только она стала мне не нужна, то вот пожалуйста. В общем, далее я плотно фармил споты, схроны и так далее, пока не закончились патроны. Пришлось с протектой фармить монолит, что оказалось легче, чем могло бы быть. Близилось завершение фарма и как раз начался выброс. Я чуть-чуть не успел добежать и чётенько сдох. Вот это сдох чётко, ебать! По сути, тересы мне уже не были нужны. Я просто решил охотиться на ксиву. Потом все-таки залутал себя, побежал дальше, никого не видел и словил маслину. В общем, решил ждать Псевдыча, так как именно он должен был сейчас зарезаться. Я залез на свое любимое место, где всегда его жду, и как только, так сразу побежал фармить. Сделал все по фасту, но не стал лутать ксиву, так как ожидал, что народ сюда набежит. Так и случилось. Потом с чистой совестью пошел лутать уже готовую ксиву, где никого не должно было быть. По дороге еще залутал трупик, забрал схроны и вынес. На все это у меня ушло час и 3 минуты. По итогу получилось 249 запечатанных, то есть 6 уровней плюс 4 уровня за споты. В итоге 10,5 уровней у меня вышло в лиме. Умер я там достаточно много, что сильно затормозило фарм уровней. Но что вы хотели? Я не был в лиме уже несколько месяцев и отвык от этой локации. Тем более я не переснимал материал для того, чтобы получить лучшие результаты, как делают другие ютуберы. Я показываю, как в среднем у среднестатистического игрока получится фармить БП здесь. Конечно, если придрочиться к лиме и меньше умирать, то можно делать и 15 уровней плюс-минус. Но это локация на любителя. Лично мне лима никогда не нравилась. А по фарму БП есть локации получше. Но об этом уже в других роликах. В общем, удачного фарма и пока.